Мы имеем Volkswagen Golf 94-го, наверное, года с обратным сцеплением. В общем, стояла вот такое. Здесь тек сальник, который находится где шток выжимного. И, в общем, масло гнало на диск прям. Здесь потрескались уже упорная пластина. Вот. Ну и это было оригинальное люк. Получается, на оригинальном сцеплении, так как маховик здесь с обратной стороны стоит, здесь крепится вот это на коленвал, а вот здесь вот эти вот выступы небольшие, вот они центруют сам маховик. И стоит тут, кто-то метил, тут снимал, и стоит один штырек, ну, обычно их два. Вот он сюда становится и еще в одном положении, но здесь один штырек и одна прорезь. Вот, ну а здесь теперь на неоригинальном сцеплении вот этих вот выступов нету. Они где-то миллиметра 2 выступают. Два здесь, два здесь. Получается, маховик у меня не центруется. Пришлось помучиться. Ставлю маховик, а он телепается туда-сюда 4 миллиметра. Пришлось ставить часовой индикатор и крутить, равнять и затягивать по факту. Посмотрим, что получится. Ну все, затянул, выставил по индикатору. Кстати, зафиксировать маховик можно вот так, вставив или вкрутив болт и любую подходящую по размеру головку поставить. Потом просто чуть-чуть назад прокручиваете и вытаскиваете. И все. Кстати, кто работает на подъемнике и снимает коробки передач, ну, незаменима, конечно, такая трансмиссионная стойка. Ну, а также я тут сделал такую, слепил штуку. Ну, хотел сделать здесь зубчики, но это проблематично. Проще домкрат купить. Куплю домкрат такой, и будет тогда гораздо удобнее работать. В общем, крепите за подрамник. Если подрамник снятый, то можно закрепить за болты, которые крепят подрамник, цепью, либо каким-то крючком цепляете. Вот эта у меня часть перемещается туда-сюда, соответственно, регулируется вылет самого домкрата. И здесь мы крепим, упираемся в кузов. Здесь подложил деревяшки, надо будет здесь приварить пятаки такие, а сюда гайки, чтобы можно было гайковертом крутить. Эта часть тоже регулируется влево-вправо, одна половинка. И здесь на шарнире вот это туда-сюда регулируется. Вот получилась вот такая вот штуковина. Вот так она выглядит. И ей очень удобно домкратить двигатель снизу. Просто крутите болтик, выше-ниже мотор опускается. Не надо царапать, мять лонжероны, чтобы вывешивать двигатель. В общем, удобно. Выпрессовываем втулочку на коробке. Втулка выжимного вала. Что у нас тут получилось или нет? Да, вот она вылезла. В общем, вот такая втулочка была разбита, там где ходит этот вал, и вот такой вот сальничек, порванный, маленький, 14 миллиметров по наружу, 8 внутри. Вот из-за него вся проблема. Вот такая втулочка. Сейчас ее будем запрессовывать в вал. Вот втулочка у нас уже запрессована, и вот такой вот маленький сальничек вот сюда вот запрессовывается. Сейчас через заправку чуть глубже его запрессую, и все. Такой у нас выжимной подшипник. Здесь на штуке один тупой конец, другой острый. Вот. Тупым концом
Выжимной вставляется, а острый будет в корзину упираться. Вот сзади коробки вставляем выжимной, вилочку и ставим новую заглушечку. Вот такой вот Citroen моторчик. 4 распредвала, помпа, 3 ролика. Меняем. Все шло вроде бы ничего, но в общем кронштейн натяжного ролика стоял на герметике, болтики, там резьбы не было уже. Ну и ходят слухи, что если подкладывать много шайбочек и на герметик, то будет крепко. Но оказалось, что там резьбы не было, пришлось устанавливать шпильки ремонтные, и все затянуто. На самом деле меняется все очень просто. Там фиксаторы стоят, просто диаметром 8 мм, можно болты обычные вставить. 4 распреда, здесь регулируется шестерня по ремню. Ну и все. Да, ремень установил по меткам. 4 ролика, помпа, все стоит. И здесь еще вот эта подушка. После замены помпы ставим вот эту опору. Она вставляется под низ. И ремень уже выставлен. Здесь такие пластмасски, чтобы он не перескочил назад. И вот еще один 5-й ролик. Прикручиваем. Ну, кто знаком с конструкцией Citroёнов, тот не удивится, что тут все через одно место.